Национальный центр «Россия» – пространство гордости за свою страну и людей, которые в ней живут. Аналогов ему в мире нет. Здесь работает постоянная экспозиция «Путешествие по России». Это наглядная демонстрация достижений нашей страны в прошлом и настоящем. С момента открытия Национального центра в ноябре 2024 года прошло более 10 выставок. Мы сотрудничаем с лучшими производителями страны. В универмаге «Россия» можно найти продукцию, созданную руками и сердцем. В гастрономических рядах представлены кухни народов России. Через вкус можно многое узнать о стране, ее традициях и культуре. Национальный центр – это сотни культурных, образовательных, деловых и международных событий, важных для всего мира. Мы соединяем сердца на первом, единственном в мире свадебном фестивале. Это бережное сохранение традиционных семейных ценностей. Мы бережно храним память о подвигах героев и объединяем людей со всех уголков России, создавая живую связь прошлого, настоящего и будущего. Особое внимание уделяем молодежи и развитию их профессиональных навыков. В школах юного экскурсовода и журналиста мы признаемся в любви к родине. В 2029 году откроется новое здание Национального центра в Москве. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы переходим к работе секций, как это названо в программе форума. И название нашей секции вы уже слышали: «Вопросы школьной географии от достижения предметных результатов до их оценивания». Нам показалось это важным и актуальным. Ну и судя по количеству присутствующих в нашем зале, это волнует всех, что называется, кто пришел на эту секцию. Здесь мы постарались собрать представителей крупнейшего методического центра в нашей стране, и нашего института, Института содержания и методов обучения имени Леднева. Его представляет Амбарцумова Элеонора Мукртычевна, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Центра социально-гуманитарного общего образования. Также наш институт представляет Светлана Евгеньевна Дюкова, научный сотрудник того же центра. Но мы не ограничились здесь только учеными. Мы очень рады видеть на нашей площадке представителей издательства «Аст-Пресс-школа», который занимается как раз тем, что замечательные пособия, атласы, контурные карты выходят, и ими могут пользоваться те, кто их приобретает. Здесь Гордополова Елена Сергеевна, она методист издательства, лауреат конкурса «Учитель года Москвы» 2016 года по теме «Цифровой географический атлас как средство достижения предметных результатов». Не обошлись мы, естественно, и без представителей школы. Учитель географии Андрей Анатольевич Жеребцов, областная гимназия имени Евгения Максимовича Примакова. Вот с данными коллегами и будет наш сегодня, надеюсь, диалог. У вас, естественно, тоже будет возможность задать вопросы, выступить с репликами, с суждениями. Это будет, естественно, в конце. Ну а сейчас мы, что называется, в таком, диалоге, я бы сказал, поговорим с нашими спикерами, которые нам все расскажут и об оценивании, и о том, как сегодня должно строиться преподавание географии в нашей школе. Элеонора Мукртычевна, первый вопрос вам. Скажите, пожалуйста, каково место оценивания, на ваш взгляд, на современном уроке географии? И, конечно, в продолжении этого вопроса, я думаю, всем будет интересно услышать о том, каковы эффективные формы оценивания, которые учитель может применять. Спасибо большое, Илья Анатольевич, за вопрос. Я рада вас всех, коллеги, приветствовать. Многие лица очень знакомы мне
по разным другим проектам. Сегодня мы с вами говорим о большей части о внутришкольном оценивании, но мои знакомые лица – это люди, с которыми я связана многие-многие годы по другим проектам, связанным именно с внешним оцениванием. И вот сегодня моя задача – связать эти два вида оценивания и рассказать, как они дополняют друг друга и как они способствуют улучшению качества образования. На сегодняшний день главным показателем качества образования выступают достижения наших обучаемых. От того, какие будут использоваться формы оценивания, зависит эффективность обучения и зависит достижение предметных результатов, определенных в ГОС. Нужно сказать, что разнообразие инструментов контроля и оценивания и обеспечивает повышение качества обучения. Ой, извините, не туда. И вот еще раз, эффективность обучения на современном уроке географии достигается при правильном выборе той или иной формы оценивания, в зависимости от вида контрольно-оценочной деятельности, этапа урока, а в некоторых случаях при оптимальном их сочетании. Следует сказать, что актуальность этой проблемы, актуальность использования различных форм и влияние на повышение качества обучения зависит, безусловно, от сочетания различных форм оценивания. К формам оценивания мы относим различные формы. Это и письменный опрос. Письменный опрос может быть разным тоже и в форме тестирования, и в форме различных контрольных работ, и устное оценивание после устного опроса. Это и наши практические работы, оценивание практических работ. Это оценивание различных проектов или других исследовательских творческих работ. И все эти работы будут эффективно оценены, если оценивание будет объективным, оценивание будет прозрачным и оценивание будет разноуровневым. Ну, я начала свое выступление с того, что я представляю в данном случае, на данном форуме, как раз-таки тему, которым занимается наш институт уже несколько лет, это внутришкольное оценивание. Но внутришкольное и внешнее оценивание, как два основных вида оценивания, тесно взаимосвязаны друг с другом. Безусловно, у них разные цели, и цели эти мы знаем, и знаем ответственность каждого вида оценивания, но они как бы взаимодополняют друг друга, и они как бы взаимозависимы, что ли, друг от друга. В последние годы во внутришкольном оценивании стали практиковаться такие формы письменных работ, которые как бы не дублируют, но по сути являются, может быть, аналогом тех заданий, которые присутствуют в аттестационных процедурах внешнего оценивания. И такие, как, например, государственная итоговая аттестация за основную, за среднюю школу, всероссийские проверочные работы и различные другие мониторинговые исследования. Нужно сказать, что все эти процедуры объединяет одно единственное. Объектом оценивания являются планируемые предметные результаты. Именно планируемые предметные результаты находятся в основе всех оценочных процедур. И когда мы оцениваем ту или иную работу, представленную в разной форме, мы в первую очередь ориентируемся на предметные результаты, которые обозначены и во ВГОС, и детализированы в наших программах. Следует сказать, что реализуется комплексный подход, да, вот я, может быть, опережаю немножечко. И одним из видов комплексного подхода является как раз-таки сочетание, использование различных видов и форм оценивания. Ну, виды оценивания — это мы уже определились, внешнее и внутришкольное, а вот формы — это вот как раз-таки те, которые я чуть-чуть раньше и перечислила. Но кроме этого еще следует сказать, что используются формы работ, которые обеспечивают возможность включения обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность. Это такие, как самоанализ, самооценка и взаимооценка. Все это вместе позволяет
достигать объективности в оценивании, точнее выстраивать индивидуальную траекторию учебных достижений обучающихся и в конечном счете способствует повышению качества обучения. Ну и... Переходим, да, к самому важному на сегодняшний день. То, что находится в фокусе внимания, когда мы говорим о проблемах оценивания и внешнего, и внутреннего на уроках. И я думаю, что очень важно поговорить о системе критериев. Мы вот недавно с Леонидом Птычиной, буквально там, месяц назад, были в школе. Вот, мы иногда ходим в школу. Вот, на уроке географии. И как раз могли посмотреть, насколько эффективно то, что и мы предлагаем, и как вообще сегодня учитель видит необходимость применения всех вот этих форм, о которых уже шла речь выше. Леонид Птычин, скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, на ваш взгляд, экспертный взгляд, высокое, да, экспертное ваше мнение, оно здесь будет очень важно, насколько эффективно работают критерии во внутришкольном оценивании и какими они должны быть, на, опять же, ваш взгляд? Да, спасибо, Илья Анатольевич. Дело в том, что долгое время у нас существовало нормативное оценивание как единственный вид оценивания. Но мы сейчас большей частью склонны говорить об использовании критериального подхода в оценивании школьных достижений, поскольку критериальный подход позволяет обеспечить большую объективность, большую прозрачность в оценивании. Когда выстроены заранее критерии, когда критерии оценивания, с которыми как бы ознакомлены все участники образовательного процесса, и учитель, и обучающийся, и родитель, тогда заранее известен и как бы запланирован тот результат, который желаем, который возможен. Но когда мы видим эти критерии, настолько подробно должны быть расписаны в указаниях к оцениванию, для того, чтобы они соответствовали задаваемому вопросу. Чем более точно будет задан вопрос, и чем более будут соответствовать задаваемому вопросу критерии, тем больше будет прозрачность оценивания. К сожалению, на практике, к счастью, когда мы говорили о внешнем оценивании многие годы, и мы встречались с экспертами и готовили их к оцениванию различных процедур государственной итоговой аттестации, и ОГЭ, и ЕГЭ, мы видели подготовленность экспертов, мы знаем о том, что уже в регионах достаточно хорошо люди осведомлены о критериальном подходе к оцениванию. Но вот на практике в школах при осуществлении внутришкольного оценивания у людей возникают некие проблемы у наших коллег. И потому нам необходимо как можно больше внедрять вот этот критериальный подход, использовать его в различных наших методических рекомендациях, в заданиях, которые представлены в банках заданий на сайте нашего института. И мы эти критерии стараемся дать достаточно подробно и расписать все указания к оцениванию при наличии того или иного критерия, элемента содержания в ответе обучающегося. Очень важно это видеть критерии оценивания обучающимся для того, чтобы знать, к чему стремиться, для того, чтобы видеть цель свою. Очень важно это учителю для того, чтобы потом методически выстраивать дальнейшую траекторию, индивидуальную траекторию каждого обучающегося, видя его ответы. И это очень важно родителю, который должен видеть на самом деле, как занимается его ребенок и каким результатом может его успешность или меньшая успешность привести. Так что вот этот вот критериальный подход очень важен сейчас. Но мы не говорим о том, что он единственный. Возможно использовать и сочетать оба подхода, и критериальный, и нормативный. Очень часто, когда речь идет о тестовых письменных работах и в заданиях с развернутым ответом, а вы знаете, что задания развернутыми ответами только имеют вот критерии оценивания, и мы стараемся подвести их под ту основу, которая существует у нас во внешнем оценивании, для того, чтобы не было для детей какой-то неожиданностью, когда они будут сдавать уже различные, выполнять различные работы итоговой аттестации. Очень важно говорить о том, что
критериальный подход, вот использование четких критериев, разделяющих ответы на уровни. А какие это уровни? Мы все прекрасно понимаем, что это понимание, применение, аргументация. Они способствуют объективизации оценивания ответов. Еще раз, четкие критерии сформулированы в указаниях к оцениванию. Формулировки самих вопросов нацеливают на конкретные ответы и представляют собой ориентиры, на которые требуется дать ответы. Но должна отметить, что не только письменные ответы обучающихся большей частью используют вот критериальный подход, но также и в устных ответах можно использовать. Мы говорим о том, что большей частью мы сейчас настроены, нацелены на то, чтобы развивать умение наших школьников говорить. Устная речь, к сожалению, слабо развита у наших школьников. Мы это признаем. И, возможно, это будет как бы неудивительно для многих из вас. Это как бы следствие или это показатель того, что в письменных оценочных процедурах достигают очень много ошибок, и мы не понимаем то, чего мог сказать обучающийся, выпускник, и только в силу того, что у него нет навыков монологической речи, развития монологической речи. И потому при устном опросе очень важно использовать вот все возможности на уроке для того, чтобы обучающийся как можно больше говорил. Не вопрос-ответ лаконичный, а именно, чтобы это был ответ развернутый, и, соответственно, такой развернутый ответ должен быть также оценен. Но здесь у меня на слайдах немного я вот о формирующем оценивании хотела бы остановиться. Это одна из форм оценивания, с которой вы все знакомы, безусловно, которая позволяет видеть обратную связь. И результаты обучающихся сравниваются с его предыдущими. Мотивирование обучающихся, постановка образовательных целей, определение путей их достижения влияет на успешность и повышение качества образования. Ну вот я немножечко уже сказала об устном опросе и его значении именно для того, чтобы повысить качество наших работ в итоговой аттестации. Так вот, когда нужно использовать устный опрос? На каком этапе? Ну, практически можно использовать как в начале урока, можно использовать и в конце, в зависимости от того, какую цель вы ставите. Если в начале урока, то этот устный опрос позволит учителю оперативно получить информацию о пройденном материале, об уровне овладения им. Если же нужно узнать, предположим, об усвоении знаний в целом, то и большего количества обучающихся, то о закреплении материала, то это можно показать и в конце урока, дать этот устный опрос. И еще раз, вот эта мысль, которую я уже проговорила, устный ответ, монологическое высказывание достаточного объема больше соответствует развернутым ответам государственной итоговой аттестации. Ну, что оценивать нужно в устных ответах? Прежде всего, это полнота и правильность содержания, понимание географических закономерностей, точность определений, аргументированность, самостоятельное раскрытие темы, использование примеров, использование географической номенклатуры. Это один из аспектов оценивания. Умение работать с картой, читать легенду карты, находить объекты, соотносить информацию с географическим положением. Оценивается также логика изложения, последовательность, структурированная речь, использование специфической терминологии. И, наконец, можно оценить уровень самостоятельности, способность отвечать без наводящих вопросов. Вот когда мы были с Ильей Анатольевичем в школе, мы убедились в том, что учитель иногда просто перестраховывается. Он говорит вместо ученика, он не дает ему возможности высказать свое отношение,
проявить себя в той или иной степени, пусть и неправильно, он потом мог бы его поправить. Но вот, к сожалению, вот этот мы зафиксировали, этот момент, что надо давать больше самостоятельности обучающимся, как бы эта самостоятельность в итоге не повлияла на оценивание. И не всегда нужно оценивать. Можно просто без количественных каких-то показателей качественно оценить, похвалить или, наоборот, дать возможность ему исправить этот ответ в следующий раз. И перехожу к другой форме, письменный опрос. Но письменный опрос, как я уже говорила, он может быть разным, как в начале урока, если нужно быстренько, например, блиц-опрос провести на карточках, или, например, в конце урока, когда нужно учителю получить более обширную картину об усвоении того или иного материала, той или иной темы. И, соответственно, может быть, это и тестовая работа. И тестовая работа может быть оценена по-разному, в зависимости от количества заданий в этой работе, в зависимости от разноуровневости задания. И, соответственно, можно говорить о том, что тесты – это хорошо. Почему? Потому что это экономия времени, это объективная картина продвижения обучающихся в достижении планируемых результатов. И, безусловно, тесты – это уже как бы та форма, которая позволяет обучающимся безболезненно переходить к оценочным процедурам, к выполнению различных работ государственной итоговой аттестации. Но хочу сказать, что все наши методические рекомендации по оцениванию как устных ответов, так и письменных ответов, они у нас зафиксированы, имеются размещены на сайте ЕЦО нашего института. Наверняка вы уже ознакомлены со всеми. В конце моей презентации будут даны полезные ссылки, вы увидите их. И не только в методических рекомендациях по системе оценки вы можете ознакомиться с ними, но также и в методических письмах, которые мы ежегодно пишем о преподавании учебного предмета географии в школе. Вот, например, о системе оценки различных форм оценивания в школе мы давали в письме, по-моему, на 25-26 год. И вот сейчас подготовлено уже новое письмо. Вы можете ознакомиться с небольшими изменениями уже и в новом письме. Есть эти данные. Что можно сказать о подходах к оцениванию и рекомендации по выставлению отметок? Ну, если я уже говорила, что в тестовой работе могут быть задания различного уровня сложности, и, безусловно, они по-разному должны быть оценены. И очень важно суммировать итоговый балл и знать максимальный балл работы, и очень грамотно перевести этот максимальный балл за тестовую работу в школьную отметку. То есть провести шкалирование. Какой сумме баллов соответствует, какому диапазону баллов соответствует та или иная оценка в школе. И, безусловно, рекомендуется оценивать ответ, используя одинаковые критерии и нормы выставления оценок. Практические работы по географии. Очень много учителя нас спрашивают, какие работы у нас оцениваются, какие нет. Вот точного деления на оценочные и безоценочных у нас нет. У нас есть работы практические, тренировочные, или по-другому мы их называем, обучающие. И мы их называем другие работы. Это итоговые работы. И в первую очередь оценивание практических работ является фиксацией оценивания индивидуального продвижения обучающегося в освоении программы и не обязательно подразумевает обязательной оценки и выставления отметки в журнал. Оценивание результатов выполнения тренировочных практических работ рекомендуется с учетом особенностей класса проводить с использованием методов самооценивания и перекрестной оценки. Безусловно, что при оценивании учитель все время анализирует работы вместе с учащимися. Нормы оценивания практические работы также приведены в наших методических рекомендациях. Ну, оценивание проектной деятельности или исследовательской деятельности – это образовательная организация сама разрабатывает требования к организации проектной исследовательской деятельности, к ее содержанию. Ну и вы можете далее посмотреть
примерные критерии, которые у нас есть в нашем письме, методическом письме об особенностях преподавания. Ну и напоследок я хотела бы сказать, что эффективность использования различных форм оценивания посредством регулярного мониторинга успеваемости обучающихся и своевременной корректировки методов обучения – это, безусловно, путь к повышению качества обучения. Ну вот, пожалуй, и все, что я хотела сказать. И вот перед вами полезные ссылки. Они вас приведут на сайт ЕЦО нашего института, и вы сможете ознакомиться со всеми нашими рекомендациями. И если у вас сейчас есть вопросы, сейчас или после? После. После. Коллеги я буду пока их готова накапливают. ответить на все ваши вопросы. Хорошо. Спасибо за внимание. Передаю сейчас микрофон Светлане Подождите, Евгеньевне. немножко, да, Леонора Мухтычевна. Да, Вот, я хочу внести два небольших уточнения, чтобы вам было понятно. Из того, что сказала Леонора Мухтычевна, она все говорила правильно. Значит, просто если вы сейчас прямо на eco.ru пойдете искать письмо, уже некоторые пошли. Средства наши современные, они такие, что позволяют это сделать. Пока еще новое письмо на следующий учебный год не опубликовано. Я хочу сакцентировать внимание. Вот, поэтому, коллеги, оно в ближайшее время будет размещено. Более того, будет короткий ролик, вот, где, наверное, тоже Леонора Мухтычевна вот, расскажет всей стране о том, на что же обратить внимание в следующем учебном году. Такая практика у нас, как вы знаете, уже 3-й год подряд. Мы возродили вот эту историю с методическими инструктивными письмами. Ну, мы их официально называем инструктивными, да, но тем не менее в них можно вот прочитать то, что самое важное, главное, на чем мы вот делаем акценты. Поэтому сайт, как говорится, в помощь. Вот, он открыт для всех, и нам всегда очень приятно, вот, когда нашими материалами пользуются. И все, вот, о чем сейчас коллега моя говорила, там, естественно, в подробном виде расписано, потому что наш принцип «бери и пользуйся» под ключ, вот, чтобы это было удобно. Но вот в этой части практикоориентированности мы идем дальше. И мы сейчас слышали такой обзор, да, касающийся и основной школы, и старшей школы, что очень важно. Вот. И у нас некоторое время назад, как вы знаете, вышел банк заданий для основной школы. Потом немножко у нас был такой перерыв во времени. Вот. И сейчас мы подошли вот к тому, что работаем над банком заданий уже для старшей школы. Светлана Евгеньевна сейчас нам об этом, я думаю, расскажет. На чем основывается наш банк, как его можно использовать. Такой наш практикоориентированный трек, он нарастает и усиливается. Пожалуйста, Светлана Евгеньевна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Элеонора Мухтычевна дала общий обзор, а мы обратимся к инструментам, которые мы можем предложить педагогам для реализации, собственно говоря, вот, критериального оценивания. И мы разработали банк заданий, как сказал Илья Анатольевич, и банк заданий для основной школы размещен на нашем сайте, с ним можно ознакомиться. А банк заданий вот для старшей школы мы делаем сейчас. Что такое банк заданий? Надо сказать, что в настоящее время такого общепринятого определения нет. Но в 2009 году банк заданий определялся просто как перечень тестовых заданий, которые используются при тестировании. Это вот вы видите на слайде, я не очень вижу название словаря отсюда, из которого взято это определение. Но надо сказать, что сейчас методисты значительно продвинулись в понимании, что такое банк заданий. И сейчас банк заданий рассматривается как систематизированный совокупность учебных и оценочных материалов. И если вы вспомните вот словосочетание, которое всплывает в памяти, когда мы говорим о банке заданий, наверное, в первую очередь мы думаем об открытом банке заданий ФИПИ. И если мы подумаем, как он систематизирован, то окажется, что он систематизирован в соответствии с контрольными измерительными материалами. И каждое задание имеет как бы двухмерную структуру. С одной стороны, оно приписано к определенному контролируемому элементу содержания, это кодификатор содержания, а с другой стороны, это задание приписано кодификатору требований. То есть содержание проверяется на уровне определенных требований. И вот такое понимание банка заданий сейчас
сейчас существует. И вот если кто-то занимался функциональной грамотностью, то там тоже был такой банк заданий для формирования и оценки функциональной грамотности. И у каждого задания там было то, что называлось характеристика задания, где давалось понимание того, что, собственно, для чего это может использоваться задание, как его использовать, как его оценивать и так далее. И поэтому сейчас вот такие банки заданий, как систематизированные именно сборники заданий, которые можно структурировать по разным принципам, они являются хорошим подспорьем учителю в его оценочной деятельности, таким как бы инструментом для оценочной деятельности. Но на самом деле вот как можно структурировать банк, ну, в общем-то, как угодно. И мы, когда занимались изучением этой темы, мы посмотрели на сайты учителей географии, которые творчески работают, и они выкладывают задания, называют это банк заданий. Мы смотрели сайты образовательных организаций, там тоже иногда встречаются банки заданий по разным предметам, но, как правило, эти банки структурированы только по содержанию. Там задания для проверки темы гидросферы, задания для проверки темы мировое хозяйство. А на каком уровне проверяется, да, освоение предметного содержания, какой предметный результат заложен в основу данного конкретного задания, это, к сожалению, вот из таких банков узнать невозможно. Хотя и среди работ учителей встречаются очень хорошие задания, и, конечно, они подходят в первую очередь для того, чтобы быстро оценить освоение номенклатуры, освоение фактов и так далее. Но для более сложных предметных результатов нужно использовать другие задания, другой инструмент. Что мы положили в основу нашего банка заданий? Кстати, он разработан по нескольким предметам, не только по географии. Можно заглянуть, мы всегда говорим, в банки заданий, которые составлены историками или обществоведами. Можно увидеть какие-то новые, ну, не свойственные для географии, например, типы заданий, и использовать их в своей деятельности. У нас в основе предметные результаты. Как мы знаем, у нас есть как бы два документа, ВГОС и программа. В ВГОСе у нас есть требования к предметным результатам, которые дают очень широкий спектр, они очень общо написаны, абстрактно. Они задают как бы рамку географического образования, которые получает обучающийся, например, на выходе из основной школы или из средней школы. Но конкретизируют эти результаты, эти вот требования к предметным результатам уже те предметные планируемые результаты, которые есть в программе. И они включают несколько аспектов. Как мы знаем, это освоение научных знаний, овладение предметными умениями и способами действия, потому что у нас, как он называется, забыла слово, подход... Системно-деятельностный. Вот. Мы теперь не употребляем слово «системно», у нас осталось слово только «деятельностный». Но обязательно в наших предметных результатах заложена деятельность, что, собственно, должен сделать обучающийся, чтобы он показал, что достиг данного предметного результата. Ну и кроме этого, в предметных результатах у нас заложено еще применение знаний и умений. Да? У нас часто встречаются предметные результаты, которые звучат применение понятие такого-то для решения учебных и практикоориентированных задач. Почему это нам важно для составления заданий для банка? Потому что это влияет на то, каким образом мы разрабатываем задания. Если мы возьмем, например, предметные результаты программы, которые звучат как «называть и показывать крайние точки материков», тут вполне очевидно, что должен показать обучающийся для того, чтобы мы могли сказать, да, он достиг этого предметного результата. Но у нас есть как бы очень сложные, комплексные предметные результаты. Например, вот это я выучила, признаюсь, да, наизусть не знаю, как оценивать влияние географического положения регионов Российской Федерации на особенности природы, жизни и хозяйственной деятельности населения. То есть если мы вдумаемся в этот предметный результат, то мы увидим, что для того, чтобы ребенок показал, что он его достиг, он должен показать, что он знает, что такое географическое положение, где расположены регионы России. Он должен знать особенности природы и всего остального этого региона или уметь определить их, используя различные источники информации. Неважно как, но он должен как бы показать, что он это знает.
Кроме этого, он должен показать, что он может выстроить цепочку, как он будет показывать влияние географического положения на особенности. То есть он должен вычленить взаимосвязи. И, наконец, как бы вишенка на торте, извините за такое выражение, это оценить влияние, да, географического положения. Как он должен оценить? Он должен сам подобрать параметры для оценки. Или ему даются цель для того, чтобы оценить, и он, как бы, например, оценивается определенной целью. И вот различие в формулировке предметных результатов влияет на то, какого рода задания можно придумать для того, чтобы посмотреть, достигает ли ребенок данного конкретного предметного результата. Или это какое-то одно большое комплексное задание, в критериях которого заложены вот все элементы, которые он должен нам продемонстрировать. Или, например, если мы говорим о формирующем оценивании, может для проверки и формирования такого результата больше подойдет серия заданий, да, каждый из которых будет бить в определенную точку и показывать, насколько ребенок овладел, вот, например, понятием географическое положение, что западает у него, когда он говорит о географическом положении, в чем причина того, что он не может оценить влияние географического положения. Может быть, он не знает, где находится данный регион, о котором его спрашивают. Может быть, он не знает, забыл, какие особенности природы. Может быть, он не может использовать источник информации, который мы ему предлагаем. И таким образом, возвращаясь к мысли о том, что как бы характер формулировки предметного результата влияет на то, какие задания могут быть предложены. И учитывая все эти факторы, когда мы разрабатывали банк заданий как инструмент, с которым работает учитель, мы сделали паспорт задания. Он, в общем, похож на вот те характеристики задания, которые применяются вот, при оценивании функциональной грамотности и в других каких-то методических разработках. И, конечно, паспорт задания включает класс, тему, вид контроля, тип опроса, на который мы думаем, что лучше будет использовать данное конкретное задание. Конечно, предметный результат, который может быть еще операционализирован, да, то есть этот большой вот, комплексный предметный результат, в нем может быть вычленена какая-то отдельная его составляющая, и для того, чтобы посмотреть, как этого маленького результата достигает обучающийся, может быть, для этого придумано задание. Ну и кроме этого, как Элеонора Мукртычевна говорила, там даны и верные ответы, и в том числе и как бы идеальные ответы на развернутые вопросы, и критерии оценивания, и в ряде случаев указания к оцениванию. И таким образом банк заданий превращается в достаточно, ну, как нам кажется, удобный инструмент. Мы будем его еще, наверное, совершенствовать. Но в данном виде он вот сейчас такой. Как учитель может использовать банк заданий? Здесь нужно сказать, что он может его использовать формально и творчески. Но как предполагается, как вот хорошо использовать банк заданий, скажем так. Во-первых, учитель выбирает планируемый предметный результат, поскольку там есть и класс, и тема, и так далее, и планируемые результаты, и на каждый планируемый результат может предлагаться несколько заданий. И учитель выбирает, какое задание ему использовать на конкретном уроке. Как выбирает? А это вопрос, что учитель хочет получить от использования этого задания, и на каком этапе урока он будет его использовать. Например, учителю нужно создать проблемную ситуацию. И в начале урока это задание дать обучающимся для того, чтобы вызвать мотивацию, вызвать интерес. И тогда он будет выбирать задание, наверное, с каким-то интересным стимулом, да, текстом, статистическим материалом, где можно поставить проблему. И он может дать ученикам попробовать выполнить это задание, и тут-то возникнет какие-то недопонимания учеников, они поймут, что они чего-то не знают, и дальше развивается урок. Может быть, учитель решит использовать задание для того, чтобы закрепить материал в конце урока. Он выбирает задание соответствующее, но тут мастерство учителя, как нам кажется, заключается в том, что, например, задание предназначено для контроля, да, а ему нравится задание учителя, и он думает, попробую я его дать вот для закрепления. Но при этом учитель понимает, что могут возникнуть затруднения обучающихся. И для того, чтобы сделать это задание как бы более близким к формирующему оцениванию, например, он может продумать ряд
наводящих вопросов, да, которые бы опять-таки позволяли ему помочь обучающим, задать эти вопросы, помочь обучающимся ответить, но в то же время для учителя это было бы удобно помочь понять, а что, собственно, недопоняли на этом конкретном уроке, да, в чем затруднение, почему они не могут ответить на этот вопрос. И вот только после вот таких манипуляций и, может быть, продумывания каких-то вот дополнительных вопросов, места задания, да, в структуре урока, учитель выбирает, соответственно, это задание. Далее происходит выполнение задания, оценивание по критериям, где учитель может и взаимооценивание, да, подключить сюда ребят. И дальше делается вывод о достижении или недостижении предметного результата. Но хочу оговориться, что этот вывод, конечно, на основе выполнения одного задания делать нельзя. Мы говорим о том, что вот недаром у нас вот в паспорте заданий записано, какие действия должны совершить обучающиеся для того, чтобы выполнить задание. Критерии показывают у нас некие маркеры, да, того, что показывает, что обучающийся овладел и может выполнить данное задание. То есть мы говорим, когда используем одно задание, что да, вот то, что заложено в этом конкретном задании, обучающийся или класс, например, да, если мы для фронтальной работы используем задание, может сделать. Вот. Но одновременно учитель может, из-за того, что есть критерии, которые описаны, он может выделить те дефициты, которые есть у класса или обучающегося. И он может, вот дальше мы говорим о том, что он дает обратную связь классу или обучающемуся. И здесь как бы в стороне стоит отметка, потому что он может ее не выставлять, а может выставлять в зависимости от того, ну, как он решил. Да? Вот. И здесь как раз он получает обратную связь для себя, для учителя уже, и он понимает, выделяя дефицит, он понимает, нужно ли ему корректировать образовательный процесс, может, что-то системно западает. Да? Вот он использует задание банка, что-то системно западает. Либо нужна поддержка данного конкретного ученика и так далее. Вот. Здесь пример задания, которое разработано Элеонорой Макртычевной. Я как бы немножечко долго рассказывала, но здесь хочу сказать, что тут внизу фрагмент паспорта задания, анализ демографической информации. Там есть стимул, такая таблица, демографические и социально-экономические показатели Африки и Южной Америки в целом и отдельных стран. Это задание разработано для обобщающего повторения темы Америка и Африка. И задание, которое требует от обучающихся работы со статистическим материалом и ответа на вопрос. И здесь замечательно то, что это задание входит в систему заданий, разработанных к одному источнику информации, к таблице конкретно. И кроме этого, вся эта система заданий, разработанная к таблице, входит в еще большую систему заданий, которую учитель может использовать на уроке обобщающего повторения, где задействованы основные элементы содержания и основные предметные требования, которые ожидаются от обучающихся по изучению данной конкретной темы. Ну и что может дать использование банка заданий во внутришкольном оценивании? Во-первых, использование банка заданий, учитывая, что там есть критерии, позволяет составлять проверочные работы и использовать задания для формирующего оценивания. И особенно это важно для того, чтобы организовать устный опрос, поскольку для устных вопросов достаточно мало разработано таких критериев, да, как оценить устные ответы обучающихся, то здесь учитель может взять задание из банка и составить, например, зачет по какой-то теме. Это устный зачет, это возможно. Ну и также, как мы говорили, выявлять дефициты географической подготовки, и еще использование банка позволяет уже внутри образовательной организации выявлять наиболее эффективные практики учителей. У кого-то хорошо получается, например, обучать школьников работе с информацией, у кого-то лучше получается выстраивать причинно-следственные связи, у кого-то лучше получается давать описания географические и характеристики. И таким образом банк заданий превращается еще и в инструмент внутришкольного контроля и повышения эффективности качества образования, которое получает обучающийся внутри школы. Вот. Ну и, наверное, это все, что я хотела рассказать. И последний слайд у меня – это наши источники информации. Соответственно, то, что мы разрабатывали в рамках института, можно найти на сайте единого содержания общего образования. И банк заданий для основной школы там есть, а впоследствии будет банк заданий для уровня среднего общего образования.
Спасибо, Светлана Евгеньевна. Спасибо. Продолжим линию практикоориентированности. И я когда готовился, вспоминал, как меня учили географии в школе. И для меня всегда интересными, конечно, были сюжеты, связанные с рассматриванием атласов. Потому что и до сих пор, мне кажется, представить себе этот предмет без такого необходимого обеспечения трудно или вообще нельзя, наверное, да? Да. Правильно, Елена Сергеевна? Вы согласны с этим? Согласна. Но время не стоит на месте, да, и от, собственно, бумажного формата, хотя он нам приятен, лично для меня, да, подержать, потрогать, посмотреть, мы живем в цифровую эпоху, и без цифр, мне кажется, здесь тоже не обойтись. И когда первые еще такие системы появлялись и стали приходить в школу, они мне казались тоже очень правильными. Но тогда я уже был учителем и мог их использовать, на уроках в той или иной степени, в той или иной теме. Правда, это были карты по истории, исторической географии. Но тем не менее. Елена Сергеевна, вы нам, я думаю, сейчас все, что знаете по этому вопросу, расскажете. Пожалуйста. И расскажем, и покажем, скажем так. Итак, коллеги, всем добрый день. Я рада с вами встретиться. Тема наша сегодняшняя немножечко о себе. В связи с тем, что коллег наших все знают, я больше буду говорить о практике. Я не только методист, но я еще и учитель географии. И все, о чем мы сегодня говорим, я точно так же, как и вы, пропускаю все через свой опыт и всегда рассматриваю с точки зрения того, как вообще можно применять что-либо в обучающем процессе непосредственно на самом уроке. И работая методистом в издательстве АСТ-школы, на том опыте, который есть у издательства, а издательство издает карты и атласы школьные уже несколько десятилетий, мы создали цифровое ключевое слово «школьный атлас». Я сделаю здесь особенный акцент на слове «школьный», потому что действительно именно интегрированных или предоставленных для школьного образования атласов, которые не будут выбиваться из учебного процесса, на моей памяти их нет. Может быть, единицы карт, которые выполнены в хорошем исполнении, которые можно использовать. Итак, непосредственно по тому, что мы будем с вами обсуждать сегодня. Мы с вами знаем, что речь сегодня на нашей сессии идет о предметных результатах. И давайте на самом деле признаемся себе, честно проведем эту встречу, что существует определенная проблема разрыва знаний и результата. То есть действительно очень часто у учителей, а я общаюсь с учителями как методисты, как коллега, очень много возникают такие проблемы уроков. Во-первых, учебник дает описание, и не всегда описание понятно, как интегрировать непосредственно в картографическое изображение. Не показываются процессы, несмотря на то, что есть очень хорошие и анимации, которые можно найти в свободном доступе, процессы, те, которые необходимы для нас с вами, они показываются очень, скажем так, скудно. Или очень плохо понимаются детьми о том, как интегрировать этот процесс непосредственно в ту систему, которую вы объясняете. Вторая проблема, которая вытекает из этого, печатная карта. Несмотря на то, что мы издаем атласы, действительно, я думаю, что вы с этим сталкивались неоднократно, ребенок не всегда понимает, что вы от него хотите, когда перед ним открыт печатный атлас. И мы начинаем объяснять, пытаться перелистни страницу, открой вот здесь, посмотри и так далее. И от урока, а у нас 45 минут, в некоторых школах 40 минут, уходит достаточно большое количество времени для того, чтобы даже просто объяснить, что конкретно мы хотим, чтобы ребенок сделал с той самой печатной картой, которая у нас есть. Часто слышу от коллег, что они интерпретируют, как-то подстраивают то, что тот, скажем так, банк, именно технический, под то, что требует от них федеральная рабочая программа, и получается, возникает разрыв, что учим мы по одной логике, а проверять мы должны по другой логике. И именно из-за этого часто возникают такие сложности, когда нам объявляют о том, что впереди всероссийская проверочная работа или диагностика НЦКО, учителя начинают, как это принято говорить, натаскивать детей и быстренько пытаться прорешать те задания, особенно при работе с картой,
для того, чтобы подготовить детей. Ну и в результате что мы получаем? Это низкая мотивация, это формальное заучивание, и мы постепенно, начиная с 5 класса, когда вот при таком отношении, начинаем терять интерес детей к нашему предмету. Что же мы предлагаем как издательство, да, которое работает в сфере картографии? Цифровой школьный атлас, который может поменять подход к преподаванию географии. Итак, что предлагает сам по себе инструмент цифрового атласа? Во-первых, наложение карт. Я думаю, что вы помните, да, инструмент, когда, если вот вы учились, да, в школе кто-то в колледжах, в университете, прием с калькой. Помните такое? Кивайте, если помните, да, когда мы на одной карте сначала зарисовываем одни условные знаки, потом накладываем ее на другую и смотрим, где у нас эти символы совпадают и какие последовательности и закономерности из этого вытекают. Сравнение карт, когда на доску или на экран вы можете вывести те две карты, которые необходимы вам сейчас конкретно для вашего урока. Это тоже один из инструментов, который вы можете использовать. Увеличение карты без потери качества. Да? То есть вот я даже как учитель очень часто тратила раньше большое количество времени на то, чтобы найти качественное картографическое изображение, которое вот на большом экране не расплывется, где читаемые будут все условные знаки. А если мне надо увеличить какую-то область, то эти знаки начинают расползаться. Здесь мы все предусмотрели. В том числе интерактивные условные знаки. Как часто, вот мы сегодня это тоже увидим, как часто бывает такое, что у нас есть карта и необходимо убрать какой-то знак, потому что, ну вот сейчас в контексте конкретно этого урока, ну честно говоря, он не нужен, да, или он мешает. И особенно с этим мы сталкиваемся в 5 и в 6 классе, когда дети только знакомятся более подробно с картографическими изображениями. Ну и в том числе иногда на карте нужно поставить учителю или ученику какую-то заметку, какую-то текстовую памятку, да. На изображениях это не всегда возможно, а здесь в атласе мы тоже все предусмотрели. Так, ну давайте... Так, сейчас, секунду. Назад чуть-чуть, да. Давайте теперь посмотрим на работу цифрового атласа с точки зрения федеральной рабочей программы. Курс 5 класса, с 3 по 9, если не ошибаюсь, урок, да, у нас история географических открытий. 5 класс, дети только пришли, вы провели в начале сентября с ними 2 урока по фенологии. Все, дальше мы переходим уже к истории. И у нас атласы как раз начинаются с блока, который называется «История географических открытий». И что мы видим в требованиях федеральной рабочей программы? Но зачитывать я их не буду, вы сами сможете их посмотреть. И что мы видим? У нас есть текст учебника, да, в котором мы встречаем описание открытия. Это линейный текст. Ученик его читает, но он не видит маршрута в пространстве. Мы сталкиваемся с определенными проблемами. В диагностиках, в проверочных работах мы часто встречаем задания на определение объектов, в том числе по координатам или по соотношению маршрута путешественника и его открытий. И это, на минуточку, первое задание в ОГЭ. Там тоже этот блок существует, да, то есть дети не всегда соотносят. И вот здесь атлас, цифровой атлас, может быть вашим существенным помощником, потому что вы можете продемонстрировать карту и отключить или включить то, что вам необходимо. Давайте подумаем с точки зрения ученика 5 класса. Какие сложности могут возникнуть при работе с такой картой? Все сливается, да, огромное количество линий, карта плоская. Это те проблемы, которые лично я, с теми проблемами, с которыми я сталкиваюсь как учитель. Много линий, и мне приходится детям акцентировать внимание, на какую конкретно линию надо посмотреть, да. То есть мы сталкиваемся с тем, что атлас вроде бы есть, ребенок начинает с ним работать, и что я вижу? А он не понимает, куда конкретно ему нужно смотреть, что он должен увидеть. И вторая проблема — это плоская карта. Я не зря взяла ее в кавычки, потому что мы-то с вами понимаем, мы помним рельеф, а ребенок 5 класса не видит его перед ним, плоское изображение, однотонное. Что мы можем делать? Итак, как может атлас быть
тем инструментом, который решит требования федеральной рабочей программы. И вы видите, много линий, да, то, о чем вы сказали, оставляем только конкретного путешественника. В данном случае это у нас Марко Поло, да. Я намеренно отключила всех и оставила только того путешественника, который мне необходим для рассказа именно в это время. Это как раз к той проблеме, о которой я говорила. Есть условные знаки, которые в этот временной интервал не нужны. Вы можете спокойно их отключить или включить для того, чтобы сравнить маршруты. Например, да, сравнить маршруты Крузенштерна и Лисянского, да, и Беллинсгаузена и Лазарева. То есть нужно вам это? Нужно. Это требование федеральной рабочей программы. Вклад российских путешественников, да, в географическую науку. Необходимо? Можно сделать. И еще одно решение, да, которое мне подсказал мой собственный ученик 5 класса. Он как раз, мы когда беседовали по поводу путешествия Марко Поло, он задал мне вопрос. Елена Сергеевна, а почему вот Марко Поло не смог я не зря переключаю, чтобы вы видели, из Ормуза в Пекин пойти по прямой? Именно тогда я как раз и задумалась о том, что вот действительно сейчас наложить физическую карту мира было бы идеально. На что я сделала это, и вот зеленой линией прочертила прямой маршрут. Даже ученик 5 класса, который еще только-только соприкоснулся с глубоким изучением географии, понял, что темно-коричневый цвет — это горы. И чем темнее, тем выше. Смог бы Марко Поло пройти по этому маршруту? Конечно же нет. И он увидел это, и он сам ответил на этот поставленный собой же вопрос. То есть мне достаточно было только включить данную карту и показать ему, что это было невозможно. Он сам ответил на все эти вопросы. Итак, 6 класс. От абстрактной теории к анализу климата. Но я думаю, что вы тоже сталкивались с такой же проблемой, как и я, что климат — это очень объемная тема, она дается детям очень сложно в 6 классе, плюс еще мы потом добавим в 7 классе, да, определенные аспекты, и она очень-очень сложно идет. А климат — это взаимосвязь огромного количества характеристик, которые в печатном атласе вынесены отдельно, да, и это мы с вами понимаем, что они взаимосвязаны. А для ребенка это разрозненные картографические изображения. Что же можно делать? Посмотрите, здесь можно совместить, ну вот опять-таки связка с требованием федеральной рабочей программы, карта годового количества осадков и тепловых поясов. Вот посмотрите, что можно сделать. Ну, во-первых, для выстраивания причинно-следственных связей, для первичного выстраивания можно использовать инструмент сравнения. То есть ребенок может спокойно работать с печатным атласом, вы на доску выводите 2 карты рядом. И обратите... И обратите внимание на то, что внизу есть такой инструмент, как увеличение определенной области. Если вам необходимо акцентировать внимание только, например, на климате Австралии, вы можете увеличить только этот кусочек. Ребенок быстро переключает свое внимание с целого мира на тот кусочек, который ему необходим. И быстрее, гораздо быстрее отвечает на поставленный вами вопрос. Помимо этого, вы можете наложить 2 карты. Вы видите, да, в верхнем варианте я оставила отображение карты тепловые пояса, но минимизировала изображение, касающееся годового количества осадков. А в нижнем варианте сделала наоборот. Оставила условное обозначение одной карты и убрала, прошу прощения, обозначение карты, которая относится к тепловым поясам, а оставила отображение карты как раз заливку годового количества осадков. То есть вы можете выбирать тот формат отображения, который вам в данном случае будет максимально удобен. И это как раз полноценно способствует выстраиванию причинно-следственных связей. 7 класс еще больше. Да, у нас с вами 2 часа в неделю уже становится. Да, у нас появляется комплексный анализ материков и океанов. И вы видите требования федеральной рабочей программы. Здесь действительно в 7 классе огромное количество, объемный материал, да, теоретический, который нужно разобрать.
Не всегда это у нас получается, да, в ряду определенных причин. Учитель часто вынужден вот косвенно, скажем так, пролетать по материкам, не имея возможности глубоко погрузиться в анализ, да, данных территорий. Но именно на базе 7 класса строится задание ОГЭ по картам мира. Это и климат, да, у нас с вами есть 18-е задание, например, да, связанное с климатом мира, климатические пояса и области и так далее. То есть здесь очень важно тоже правильно и грамотно выстроить вот этот процесс. Ну, пример, да, который я могу привести, это соединение, наложение 3 карт: температура поверхностных вод, соленость поверхностных вод, биологическая продуктивность Мирового океана. И обратите внимание, я не зря ставлю эти 3 карты, потому что это требование федеральной рабочей программы. Я полностью скопировала, ни слова не поменяла, вот как и прописано в ФРП, так я сюда и поставила. И обратите внимание, что у нас получается. Опять-таки, для работы, да, вы можете использовать инструмент сравнения. Все 3 карты наглядно перед вами, перед глазами ваших учеников. Вы можете включить условные знаки, да, для того, чтобы они могли посмотреть. Вы можете выключить эти условные знаки, но карты перед вашими глазами непосредственно. И затем мы переходим к акценту, да, тоже о котором я говорила. Вы можете увеличить. Все 3 блока размещены рядышком. Дети могут листать печатный атлас, а вы на доске вывешиваете то, что вам непосредственно необходимо. И уже переходим к инструменту наложения. Выстраиваем причинно-следственные связи. Как связана соленость, температура поверхностных вод и продуктивность, да, биологическая продуктивность Мирового океана. Вот здесь красными линиями показаны, да, это изотерма, это температура, и синенькими показаны соленость, и вот то, что закрашено цветным фоном, да, это у нас биологическая продуктивность. Вот показывая данное изображение, вы уже можете даже на основе этого картографического изображения при соединении 3 карт задавать наводящие вопросы, которые помогут детям ответить, да, и выстроить те самые причинно-следственные связи, в том числе, да, и отвечать на вопросы, да, то есть развивать свой речевой аппарат и так далее. Так, ну и посмотрите, да, то, о чем мы с вами говорим, непосредственно цифровой атлас. Он не заменяет печатный атлас, он выстраивает просто работу иначе. Цифровой атлас дополняет печатный атлас, и мы с вами работу нашу должны выстраивать так, чтобы они были соединены. В том числе на различных вебинарах и встречах, которые мы организовываем для учителей географии, мы обучаем, и я в том числе на практике показываю, как, например, на уроке выстроить процесс обучения так, чтобы не перейти за рамки Санпина. Это тоже один из вопросов, который ко мне пришел из зала, скажем так, да, от коллеги, о том, а как, вот если у нас в 5 классе, да, не более 20 минут, как это сделать? Только через смену деятельности, да, какой урок конкретно, как вы будете выстраивать, это полностью зависит только от вас. Но ключевое, что мы должны здесь с вами вынести, что несмотря на то, что существует 2 подхода, да, у нас с вами одна единая цель — это высокая мотивация и глубокое предметное понимание. Ну и в том числе, да, я уже как учитель, как я говорила, и методист, и учитель, я вынесла ключевые плюсы использования цифрового атласа. Вы видели небольшое описание, касающееся и тренажеров, и различных дополнений, которые у нас есть. Вы потом сможете ознакомиться с ними подробнее, и вот уже даже на основе этих дополнительных материалов вы можете выстраивать свой образовательный процесс. Напомню, что я показывала вам карты, которые есть в печатных атласах нашего издательства. Да? Они многие будут повторять, но в цифровом атласе есть существенное отличие. Связано это с тем, что в цифровой атлас мы можем добавить большее количество карт, нежели в печатный. Да? И некоторые карты в атласе вы увидите, что они отмечены только онлайн. Но это опять-таки связано с экономикой, потому что вы понимаете, да, что печатный атлас — это опять-таки увеличение количества листов, это опять-таки стоимость печати и
так далее. Поэтому в цифровом атласе все гораздо проще. Сейчас на данный момент открыт бесплатный доступ для педагогов и обучающихся на 2 площадках. Это Московская электронная школа, да, он уже интегрирован, у нас есть и 5 и 6 класс, и 7. В ГИС «Моя школа», да, универсальная библиотека цифрового образовательного контента. Там есть атлас по 5 и 6 классу, по 7 информация появится чуть попозже. Но вот в МЭШ для московских педагогов 7 мы уже загрузили. В планах издательства работать точно в таком же формате над 8 классом, и мы уже его создали, мы уже прошли экспертизу, работаем над 9 и в планах 10-11 класс. То есть наша задача покрыть полностью весь курс географии цифровыми картами для того, чтобы у вас была возможность полноценно использовать их на своих уроках непосредственно. Ну и если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, касающиеся цифрового атласа или методики применения цифрового атласа на ваших уроках, пожалуйста, есть контакты мои личные, есть контакты издательства, в том числе вы можете писать как в ВК, так и по электронной почте. Я с удовольствием отвечу, расскажу, покажу, если вдруг у вас какие-то вопросы возникнут. У меня все. Спасибо, Елена Сергеевна, большое. Всегда интересно, когда вот такой опыт представляется. Но мы идем дальше, и у нас разворот. В какую же сторону он будет нами осуществлен. Ну, вы знаете, вот сейчас там за стенкой обсуждается будущий единый учебник. Вот. И когда на разных площадках вообще речь идет о создании всех единых учебников, да, которые должны быть по всем учебным предметам, как вы знаете, вот, большой акцент делается на то, чтобы не было дублирования информации, особенно в предметах близких, да и не обязательно близких. Даже между там, блоком социально-гуманитарных и, естественно, научных предметов тоже должна быть такая связь, да, или связи. Вот. А для географии это, мне кажется, тоже, и не тоже, даже очень актуально, да, потому что на стыке разных сюжетов, разных процессов, которые происходят, вот даже сейчас по картам, да, там мы смотрели, и я услышал там и о биологической составляющей, да, и о каких-то еще важных процессах, которые касаются нашей планеты. К чему я это все так немножко долго рассказываю, да? Потому что мы сделаем разворот в сторону межпредметных связей. Но что ценно, я думаю, и о чем Андрей Анатольевич сейчас нам расскажет, это как раз то, каким образом их реализовывать в процессе конкретных уроков по географии. Я ничего не перепутал, Андрей Анатольевич? В целом, да. В целом, да. Ну, хорошо. Итак, пожалуйста. Еще раз приветствую вас, уважаемые коллеги. Начну я, пожалуй, с такого необычного сочетания. Ну, например, география, физическая культура, прошлое. Казалось бы, просто какой-то набор непонятный. Или, например, плавание, живопись, география. Мы все думаем, что это вообще за непонятная история, как это сочетать, зачем это вообще все сочетать. Вот в следующие 15 минут я постараюсь об этом рассказать. Мы с вами в процессе работы часто сталкиваемся с тем, что ребята, изучая разные предметы, сталкиваются с очень большим объемом содержания, и таким образом им становится объективно сложно изучать разные предметы. Разрозненность учебного материала, она часто, конечно, ведет к этим сложностям, к потере интереса и снижению мотивации. И, собственно говоря, это является косвенной предпосылкой для внедрения интеграции в учебно-познавательный процесс и реализации межпредметных связей. В широком смысле межпредметные связи представляют собой дидактический принцип, который способствует координации и систематизации учебной информации. И это все способствует формированию у ребенка целостных знаний, представлений об окружающем мире. На школьном уровне существуют разные формы интеграции. Одна из них – это интегрированные уроки. Вот, собственно говоря, о них мы более подробно и поговорим. Когда мы проводим интегрированные уроки, это, конечно, способствует формированию у учащихся
комплексных и всесторонних знаний и умений, способов действий, включая содержание разных предметов. Интегрированные уроки могут проводиться между предметами, смежными предметами в одном цикле, но и между разными циклами. И вот на этом, пожалуй, мы и сделаем акцент сегодня. Как правило, исходя из практики, мы с вами знаем, что интегрированные уроки, особенно бинарные уроки, которые проводятся двумя учителями, особенно из разных циклов предметов, ну, мягко говоря, это такое редкое явление. Да, это как-то эпизодически все, в силу разных обстоятельств. Нужно скоординировать и расписание. Вообще надо к этому прийти просто. Это надо с кем-то из коллег договориться, сказать, а вот давай проведем урок, а зачем и так далее. Вот. Поэтому представляется такой подход проведения интегрированных уроков в рамках, например, тематических недель. Это такие недели, когда в школе, допустим, задается какая-то общая тема, она может быть сформулирована очень кратко, они могут быть совершенно разные, например, тема «космос» или тема «театр». Казалось бы, да при чем здесь театр, физическая культура, история и так далее. Но, однако, задавая такую общую тему и пытаясь раскрыть ее в содержании разных предметов на этой неделе, это на самом деле достаточно интересный опыт. Причем раскрывать эту тему не только на отдельных уроках по предметам, но и на интегрированных межпредметных уроках. У нас в гимназии 2 раза в год проводятся такие недели, в первом полугодии и во втором полугодии. Обычно темы этих недель, они заранее выбираются, они уже известны. Вот. Ну и ученики, конечно, думают, а как мы вообще это вот будем все познавать, эту тему. То есть для них это такой сюрприз. Да и для нас тоже, если честно. Вот. Ну, давайте более детально теперь посмотрим некоторые примеры. Вот одна из предметных тем у нас была живопись. Нам предлагались несколько картин. Одна из них – это картина Яна Вермеера «Астроном», картина XVII века. И мы с учителем истории провели интегрированный урок по истории и географии, назвали его «Звездный путь». Собственно говоря, в чем смысл этой интеграции и включения этой картины в урок? Начинается все с того, что учитель истории знакомит учащихся с содержанием этой картины. Они вообще обсуждают, а при чем здесь астроном, почему это голландский художник, что это 17 век. Соответственно, они выходят на то, что 17 век – это время активных голландских мореплаваний. Все это способствует географическим открытиям. Вот. И далее мы выходим на основной, на второй этап. Класс делится на отдельные группы. В среднем по 3-4 человека. Там порядка 6 или 7 групп. Каждой из групп предлагается побывать в роли моряков. Моряков одного из голландских судов, который находится где-то на просторах Мирового океана. Каждой команде предлагается такой фрагмент астрономического альманаха. Там указано склонение некоторых звезд. И фрагмент судового журнала. Там уже указана географическая долгота той точки, в которой находится их судно. Вот. И исходя из показаний квадранта, конечно, мы рассказываем, что это такое, что такое склонение, простым понятным языком. В общем, их задача определить географическую широту той точки, в которой находится их судно. Понятное дело, задача нетривиальная, не все сразу, на самом деле, понимают, что надо делать. Конечно, я хожу по командам, подсказываю. Нет, где-то вполне себе сами справляются, понимают, что нужно, сопоставлять склонения и показания квадранта. После того, как они определили географическую широту, от каждой команды выходит представитель к доске, и там на доске у нас нарисовано, я вот именно рисовал, полчаса мучился, эту карту от руки, и градусную сеть. И они наносят точку. И таким образом у них получается маршрут. И далее мы подводим итог, выходим к тому, что это, собственно, тот маршрут, которым пользовались голландские мореплаватели в XVII веке для того, чтобы добираться из Европы к островам Юго-Восточной Азии, где располагалась голландская Ост-Индская компания. Как итог урока мы создали условия для того, чтобы ребята могли проникнуться, почувствовать и связать не только живопись
XVII века. Конечно, это фрагментарно, мы понимаем, это как вступление некоторое было. Но и ощутить роль естественных наук, астрономии, географии, их роль и значение в мореплаваниях, да, в географических открытиях, которые повлияли, собственно, на весь ход исторического процесса и в дальнейшем. Еще один урок, который был проведен географии и информатики, это 3D-модель рельефа Южной Америки. На данном уроке на самом деле был взят только один элемент содержания, то есть на первом этапе урока мы с ребятами просто изучали особенности рельефа Южной Америки. Мы знаем, что обычно по программе этот урок, конечно, предполагает более объемное содержание, но так как урок межпредметно интегрированный, была взята только часть. Вначале с помощью наших любимых атласов, конечно же, мы изучали особенности рельефа Южной Америки, вспомнили о классификации форм рельефа, и было предложено заполнить вот такую классификационную схему, а дальше ребята заполняли пропуски в тексте, это краткое описание рельефа Южной Америки. После этого ребята по парам рассаживались за компьютеры, где с помощью платформы Unity, это такая платформа, она используется на самом деле для разработок разных игр и создания 2D и 3D моделей. Ну, по правде говоря, это вот информатики знают. Я, честно говоря, в это особо не лез. Вот информатик говорит, вот есть вот такая платформа, значит, здесь можно сделать все вот так, вот так. Здесь представлен примерное только изображение. Это не реальное изображение того, что ученики наносили, а это примерно то, что у них получается. То есть они садятся за компьютер и могут, соответственно, на подготовленной основе уже двигать, соответственно, поверхностью и создавать горы, низменности, плоскогорья и так далее. Вот. А, собственно, тематическая неделя-то здесь при чем? Да, вот я все рассказываю про урок. А тематическая неделя была посвящена теме, тема звучала 7. Просто 7. 7. Цифра 7, да. Вот. У них, значит, среди инструментов был условный значок Мачу-Пикчу. Думаю, при чем здесь Мачу-Пикчу и 7? Ну, это одно из новых 7 чудес света. Конечно, вспомнили про чудеса света древнего мира. Ну, тоже так вот фрагментарно, но такой отсыл на тему. Этот урок позволил, конечно, учащимся визуализировать географическую информацию, которую они получили в ходе урока. Это очень ценно, поскольку, конечно, это повышает интерес не только к изучению материков в дальнейшем, да, но и к изучению информатики, и понимая, что эти инструменты можно использовать для изучения разных вопросов. Вот, пожалуй, самое необычное сочетание: плавание, живопись, география. Вот. Это все на той же неделе живописи. Были предложены 3 картины. Об одной я уже говорил. Это картина Яна Вермеера, астроном, картина Рафаэля Санти «Дама с единорогом» и произведение Джованни Каналетти «Площадь Сан-Марко». Собственно говоря, что же происходило? Это был урок плавания. Он проходил в бассейне. Вот. Но там была еще и география. На стену была помещена карта, пустая, со знаками вопроса. Смысл заключался в следующем. Мы, собственно говоря, проводили круиз. Ребята переплывали, ну как бы переплывали от города к городу. Начинали путешествие из Санкт-Петербурга. Вот. Для того, чтобы понять, в какой следующий город они отправляются, разгадывали анаграмму, вот Амстердам, в Нидерланды, знакомиться с картиной голландского художника Яна Вермеера. Вот. Дальше ребятам было предложено название некоторых географических объектов. Кто-то выходил из воды, помещал, значит, название этих объектов на карту. Это все ламинировано, потому что в бассейне, понятно, там все вода, невозможно использовать обычные атласы. Вот. И дальше они отправлялись в путь. То есть учителя плавания давали им задачу, они должны были проплыть определенную дистанцию, определенным стилем, там, обплывая полуострова и так далее. Вот. И таким образом они прошли всю дистанцию. Конечно, это было достаточно познавательно, да, потому что они познакомились и с некоторыми произведениями живописи, частично вспомнили об особенностях географического положения Европы. Да, была возможность улучшить свои знания по географической номенклатуре. Тем более это 7 класс. Это как раз второе полугодие, то, что они изучали. По-моему, в конце апреля проводился урок. И, наконец, еще одно сочетание – это физическая география, физическая культура, география и прошлое.
Ну, за основу урока мы взяли программу ГТО. Как прошлое, в самом начале урока учителя физкультуры провели фронтальную беседу с учениками, вспомнили вообще, когда появился ГТО, вспомнили о истории его развития в стране, привели примеры аналогов программы ГТО в разных странах, они тоже на самом деле есть, это очень познавательно, интересно. А вот, собственно говоря, основной урок проходил в 2 этапа. Первый этап – учащиеся все делились на 2 команды, каждой команде предлагался план местности с обозначенным маршрутом. На маршруте мы видим различные объекты. Кстати, у команд разные немножко планы местности, разные маршруты, понятно, поскольку они соревновались друг с другом. Вот. Из спортивного инвентаря, который был в спортивном зале, им нужно было выбрать что-то, что как бы имитирует эти объекты на плане местности. Ну вот, например, скамья спортивного зала – это мост, который они проходят. Или, например, кустарники, условные кустарники – это вот обруч, да? Или, например, веревка, да, между стойками натянута – это линия электропередачи. Дальше они из этих предметов собирают полосу препятствия, мы проверяем, насколько они правильно это сделали, и они проходят ее на время, соревнуются, кто быстрее. Второй этап – это ориентирование. Дело в том, что одна из дисциплин по выбору в программе ГТО – это туристский поход, в котором, соответственно, нужно продемонстрировать умение ориентироваться. 2 командам выдавались вот такие рабочие листы, в них обозначено направление и расстояние. Докуда? Мы же в спортивном зале, мы в помещении находимся. В зале заранее были спрятаны 2 как бы артефакта. Ну, это просто свернутые на листе бумаги изображения. Вот тут 2 изображения. Вот. Значит, ребята вставали в центр зала, мы им выдавали компас, и они определяли по компасу, в каком направлении им нужно двигаться. Ну, они, конечно, в разные стороны должны были двигаться, понятное дело. Вот. Нашли свое изображение. Дальше, а что делать с этим изображением? А нужно его расшифровать. Вот, кстати, давайте попробуем. Вот на одном изображении кенгуру. Что это может означать в плане физкультуры, какой-то дисциплины? Прыжки, вот туда, прыжки в длину, например, да. А у второй команды было вот такое изображение с ребусом. Ну, я думаю, ребус, да, челнок. Вот. Ну, это челночный бег. И дальше ребята соревновались в этих 2 дисциплинах. Учителя физкультуры это все фиксировали. Дальше подводим итоги. Ну, понятно, как всегда, победила дружба. Вот. Но в любом случае этот урок позволил, конечно, ребятам посмотреть на спортивные дисциплины и, в частности, на упражнения, которые нужно выполнять в рамках подготовки к ГТО, не просто как вот надо, потому что знак получить и все, а вот еще и с таким содержательным подтекстом, причем содержательным географическим подтекстом. Но в завершении хочется сказать, конечно, интегрированные межпредметные уроки, они имеют очень разнообразный эффект. Это и дидактический эффект, да, как я уже говорил, они позволяют формировать у учащихся более целостное, комплексное представление о разных процессах, явлениях, объектах, событиях, происходящих в окружающем мире. Это, конечно, и способность развивать умение по работе с информацией на каждом уроке, потому что ребята используют либо карты, либо план местности, либо учиться использовать различные инструменты современных информационно-коммуникационных технологий. Но все-таки, собственно говоря, и в этом была тема выступления, хотелось бы сделать акцент именно на мотивационном аспекте. Вот такое гармоничное сочетание разного содержания, разных форм учебно-познавательной деятельности, конечно, оно повышает интерес, более активно вовлекает учащихся в учебную деятельность не только на самом уроке, но и в дальнейшем при изучении тех предметов, по которым проводился интегрированный урок. И еще стоит отметить то, что в интегрированном уроке очень важную роль играет наличие сюжета. Сюжет, он действительно вовлекает учащихся, и когда учащиеся могут как бы примерить на себя роль, ну, например, одного из капитана голландского судна, или путешественника, который переплывает между странами, или кандидата на золотой знак ГТО,
да, конечно, это значительно повышает и интерес, и мотивацию. Вот, и, на наш взгляд, это может быть одним из способов хоть как-то повысить мотивацию и познавательный интерес учащихся. Благодарю за внимание. Спасибо. Надеюсь, было интересно и познавательно. Спасибо большое. Еще раз, Андрей Анатольевич, большое спасибо. Не знаю, слышал, работал ли микрофон. Коллеги, ну вот пришло время для вопросов, реплик и суждений. Пожалуйста, коллеги нам помогут здесь вот в зале микрофончик давать, а мы все будем внимательны. Коллеги, одну работу мы сейчас с вами не обсудили, но она в последнее время становится для меня даже как для методиста очень важной. У меня был случай в этом году. Одна из родительниц на одну из педагогов написала жалобу. Мне как методисту надо было ответить. Один из вопросов был: вот мы закупили контурные карты, а практических работ по контурным картам не выполняем. В федеральной рабочей программе у нас по многим параллелям вообще нету работ практических по контурным картам. В 8 классе одна штука. Вопрос: какую роль теперь контурная карта в системе оценивания у нас играет? И как мы должны ее оценивать? И что делать с контурными картами теперь? Вопрос задаю всем. Может быть, кто-то сможет на этот вопрос ответить? Да, я отвечу. Дело в том, что у нас не все работы практически, как я сказала, в том числе и с контурными картами, как разновидность работы с наглядным изображением, не все оцениваются. И контурные карты можно использовать как обучающие. То есть в процессе обучения вы можете использовать контурные карты. Вы проходите географическое положение какого-либо географического объекта, и вы просите ребят указывать все составляющие, да, из чего состоит географическое положение. Не обязательно, чтобы контурная карта присутствовала при выполнении практической работы. Контурная карта имеет еще другое назначение. И не только оценивать нужно, и можете родителю тоже так объяснить. Контурная карта как элемент вот вашего учебно-методического комплекта. Вы можете изучать предмет на основе использования как настенных карт, как карт атласа, так и контурных карт. И контурные карты не имеют только целью быть использованы во время выполнения практических работ. Все. Очень короткий ответ. Спасибо. Да, конечно. Чтобы все слышали. Есть ли какой-либо документ, который... У нас проблема еще в том, что многие школы простите, запрещают. а вы какой регион представляете? А? Регион. Санкт-Петербург. Проблема в том, что в многих школах, я знаю, что запрещают покупать рабочие тетради, в том числе контурные карты, потому что коррупция, коррупционная составляющая. И я, например, как учитель, который имеет стаж больше 25 лет, сталкиваюсь с тем, что ко мне приходят ученики, которые контурные карты никогда не видели. Это я имею достаточно большой стаж, и, как говорится, родителям мы говорим, они покупают, и мы работаем. Но нужен, наверное, какой-то документ, который бы позволил всем покупать эти контурные карты и работать. Я вот не могу, иногда ко мне обращаются, а я не могу ничего сказать, потому что я такого документа не видел, и ссылаться тоже не на что. Мы можем купить, школа может купить атласы, но школа не может купить контурные карты, так как они имеют индивидуальное значение. Ну, такой документ и вряд ли появится, скажу вам сразу, связанный с тем, чтобы разрешить, как бы, или узаконить, давайте так скажем, покупку контурных карт, да и других видов учебных пособий, которые составляют учебно-методические комплексы. В последнее время, как вы понимаете, вообще понятие учебно-методического комплекса трансформировалось, и мы от него фактически отошли в условиях там единого учебника и так далее. Мне кажется, ну, выход, на мой взгляд, я здесь только свое суждение выскажу, о чем вот говорила Лена Сергеевна. Вот, это электронные
полноценные цифровые системы при всех их издержках. Я понимаю, что лучше это делать руками, сам так понимаю. Вот. Но пока у нас других вариантов не будет. И, ну, кто к счастью, кто к сожалению, но это будет перетекать в цифровой формат, это будет в доступе на платформах там «Моя школа», ну, еще там, неважно, в каком, где, каких регионах там кто куда подключен, но это пока единственный выход, чтобы снять вот этот вопрос. Потому что в свое время, когда закупки такие проводились, ну, сейчас не будем оценивать их легально, нелегально, но они делались, вот, были же большие как бы проблемы, жалобы, после чего пришлось вот приходить к таким временам. Но это было немного ранее, да, чем современный этап, поэтому выход цифра. Позвольте, я тоже отвечу Да, на оба вопроса. Вопрос, который касался работы с контурной картой непосредственно в рамках учебного процесса. Ну вот я как учитель выстраиваю уроки так, чтобы они выполняли задания, либо если они прописаны в контурных картах, значит они... То есть я, например, непосредственно в самом уроке даю время детям оформить одно, максимум, допустим, 2 задания из контурных карт. То есть прям выделяю. Если дети не успели сделать на уроке, я в том числе включаю им в домашнее задание. Это первый формат, который можно предусмотреть. Вот, я понимаю, уже глаза загорелись у коллеги, сейчас он мне задаст еще один вопрос. Что касается закупок непосредственно контурных карт, опять-таки скажу по своему опыту, вопрос решается на уровне администрации школы. То есть если администрация школы принимает решение о том, что контурные карты являются расходным материалом и должны закупаться на каждого ученика, это делается централизованно. В моей практике такой опыт был. Это все решается на уровне школы. То есть поднимайте этот вопрос. Например, в одной школе, в которой я работала, этот вопрос коллегиально не был принят до конца, но было принято решение о том, что тогда для учителя географии отдельно покупается бумага, принтер и картриджи. И поставляются они в свободное вот доступе. Только я сказала о том, что мне нужен картридж, у меня заканчивается, мне сразу приносят сменный, и я копирую те листы, которые мне нужны. И, естественно, моя ответственность — это папочки, где все работы детей собраны, потому что в любой момент те же самые родители могут спросить, посмотреть работы учащихся. Все они просто собирались в единое целое. Вот такой вариант решения. Спасибо. Пожалуйста, вот так, сначала вот назад, потом пойдем вперед. Севастополь. Значит, я бы хотела уточнить. Вас не очень я бы слышно. хотела уточнить вот такую ситуацию. Значит, ОГЭ и ЕГЭ, очень множество на сайтах сейчас информации именно КИМов, да, которые есть, что даже с ошибками. Мы бы хотели, чтобы как-то были бы контроль именно вот этих всех, потому что они неправильные есть, что даже ошибок очень множество. Вот. Ошибки в КИМах? Да, да. Именно приходится проверять их, а потом дети сами лезут, и потом, Галина Ивановна, я вот прорешал, смотрят, прорешиваем есть. Мы бы хотели именно то, чтобы определенные ссылки только на те, которыми мы бы могли руководствоваться. Все. И сказать детям, чтобы они больше и ими не пользовались. Немножко подытожу. Значит, первая половина вопроса про ошибки в КИМах, насколько я понял, да? Вторая — некий перечень ресурсов, которыми могут пользоваться дети. Правильно? При подготовке к экзамену. Уважаемые коллеги, мы здесь не уполномоченные представители Федерального института педагогических измерений, и потому говорить об ошибках мы здесь не вправе. Эти ошибки, возможно, просто голословные. Я не могу утверждать, что они есть, и просто из-за того, что вы сейчас, я могу услышать там хоровое какое-то. Уверяю вас, ошибки быть не могут быть только лишь потому, что они проходят многоступенчатую экспертизу, и многие задания проходят, буквально, я не могу сказать, что перепроверку самих же разработчиков и многих сторонних людей. И просто я сейчас представляю в данном месте, в данный момент Институт содержания методов обучения, а не Федеральный институт педагогических измерений. Но если ставится вопрос об ошибках, мне бы хотелось бы конкретно услышать, о какой ошибке идет речь. Государственная итоговая аттестация ОГЭ или ЕГЭ.
Много чего? Скорее В всего- открытом банке? Скорее Дайте, всего, дайте. речь идет о различных ресурсах наподобие Решу, ОГЭ, Решу, И вот ЕГЭ. на это Мы не про очень ФИПИ простой- говорим вообще. Простой ответ, уважаемые коллеги. Прошу очень деликатно, трепетно относиться к вопросам, когда вы говорите об ошибках в ЕГЭ и ОГЭ. Это очень болезненный вопрос на данный момент. Это просто огульное, если вы не будете иметь полное доказательство того, о чем вы сейчас говорите, это, извините, может быть чревато. Все ресурсы, которыми вы пользуетесь, нам неизвестны. Единственно верным источником являются те ресурсы, которые есть на сайте ФИПИ. Все, что имеется около ФИПИ, не касается ни к разработчикам контрольных измерительных материалов, и Федеральный институт педизмерений в данном случае не несет никакой ответственности. И прошу вас более корректно выражаться в том, что в ЕГЭ и ОГЭ много ошибок. Это просто не терпит никаких Еще раз говорю, я в данный момент представляю другой институт. Но мне просто лично неприятно было услышать это. Много ошибок в ОГЭ и ЕГЭ. Покажите мне эти ошибки. Ну, все понятно. Коллеги, тут принцип у нас простой. Да? Все, что... Сейчас еще два вопроса у нас будет. Вот вы и вы. Вот. Сразу хочу сказать, тут я уже могу за всю систему ответить, как говорится. Вот. Не боюсь этого совершенно. Значит, давайте отличать и информационные вбросы, которых очень много, особенно в период проведения государственной итоговой аттестации. Мы встречаемся с этим по всем предметам. Вот. Ни в коем случае не следует ориентироваться. В данном мы не можем запретить там использовать какие-то ресурсы для подготовки. Мы здесь полномочий таких не имеем. Но, как правильно сказала Элеонора Мухтычевна, пользуемся только достоверными источниками информации. А все, что они, это разработка Федерального института педизмерений. Следующий вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, город Воронеж, учитель географии. Я бы хотела еще раз вернуться к вопросу о практических работах. Вы проговорили о том, что, ну и согласно методических рекомендаций, что практические работы у нас подразделяются на тренировочные и итоговые. И тренировочные мы имеем в праве не оценивать, а итоговые мы оцениваем. Но в связи с тем, что администрация школы или внешние проверки приходят и с нас требуют, чтобы мы оценивали все практические работы. Это должно быть закреплено локальным актом нашей школы? Вы знаете, спасибо за вопрос. В данный момент я не могу сказать, что существует такой локальный акт, но возможность выставления на усмотрение образовательной организации. Надо доказать, потому что с нас требуют, чтобы мы оценивали каждую работу. Вот на данный момент большое количество практических работ, и они выпадают на конец четверти. Очень большая нагрузка на учителя. Те работы, которые выпадают на конец четверти и носят такой характер тематической работы, предположим, закончили тему, закончили раздел. Эти работы, безусловно, итоговые, их нужно оценивать. Те работы, которые тренировочные или обучающие в процессе изучения одной и той же темы, у нас идет несколько практических работ. Их можно оценить, или это уже на усмотрение, опять-таки, организации. И если у вас, предположим, по каким-то причинам выпадает там мало оценок, или, предположим, вам необходимо утвердиться там в достоверности выставленной какой-то оценки, вы вправе оценить эту работу. Никто вам не запретит ее оценить. Это на ваше усмотрение. Но опять-таки локального я не могу сказать, что есть на таком уровне какой-то документ, который говорит, да, практические работы должны быть все оценены. Мы поднимем этот вопрос. Я думаю, что мы будем рассматривать его еще не раз. Пожалуйста. И, скорее всего, мы это пропишем в каких-нибудь наших документах, методах, рекомендациях. Спасибо. Спасибо за вопрос. Вот здесь еще коллега. Сняли вопрос, очень хорошо. Ну что ж, уважаемые коллеги, мы так интенсивно, я думаю, все-таки много чего услышали. Я видел, что фотографировали, а значит зашло. Это очень хорошо. Вот, я хочу поблагодарить наших уважаемых спикеров. Вот, они
молодцы, вот, смогли увлечь, замотивировать. Вот, кто-то побежит на интегрированный урок межпредметный, да, кто-то еще раз оценит то, каким образом ставить отметки, каким способом оценивания пользоваться, ну а кто-то будет широко использовать атласы и банки заданий. Всем спасибо. Огромное спасибо, мы на связи, пожалуйста, звоните, пишите, мы будем рады вам.